10 искусственных рифов, созданных человеком. Искусственный риф – это подводное сооружение, созданное человеком, обычно для развития морской жизни в районах с безжизненным дном, для контроля эрозии, блокирования прохода судов, использования траловых сетей или улучшения серфинга. Многие рифы строятся с использованием объектов, которые были построены для других целей, таких как затопление нефтяных вышек, в рамках программы Rigs to Reefs, затопление кораблей или размещение щебня или строительного мусора. Другие искусственные рифы изготавливаются специально, например, рифовые шары из поливинилхлорида или бетона. Кораблекрушения могут стать искусственными рифами, если их сохранить на морском дне. Независимо от метода строительства, искусственные рифы обычно представляют собой твердые поверхности, на которых обитают водоросли и беспозвоночные, такие как ракушки, кораллы и устрицы. Накопление прикрепленной морской жизни, в свою очередь, обеспечивает сложные структуры и пищу для скоплений рыб. Флорида. Флорида является местом многих искусственных рифов, многие из которых созданы из преднамеренно затонувших кораблей, в том числе катера береговой охраны Дуэйн и Бип и десантный корабль ВМС США Шпигель Гроув. В начале 1970-х годов более 2 миллиона использованных автомобильных шин были сброшены у побережья Форт Лодердейла, штат Флорида, чтобы сформировать искусственный риф. Однако шины не были должным образом закреплены на рифовых конструкциях, и океанские течения сорвали их, заставив врезаться в развивающийся риф и его естественных соседей. По состоянию на 2009, после более чем 10 лет усилий, было снято менее 100 тысяч шин. Мемориальный риф Нептуна изначально задумывался как художественный проект под названием «Проект рифа Атлантиды», его придумали и создали Гэри Левайн и Ким Брандел. Захоронение в море стало способом финансирования проекта. По состоянию на 2011 год произошло около 200 размещений. Кремированные останки смешивают с бетоном и либо заключают в колонны, либо формуют в виде морских звезд, мозговых кораллов, отливок львов высотой 4,6 метра или других форм перед тем, как войти в воду. В 1921 году американский линкор «Массачусетс» был затоплен на мелководье у берегов Пенсаколы, штат Флорида, и затем использовался в качестве мишени для экспериментальной артиллерии. В 1956 году судно было объявлено собственностью штата Флорида Верховным судом Флориды. С 1993 года затонувший корабль является подводным археологическим заповедником Флориды и включен в Национальный реестр исторических мест. Он служит искусственным рифом и местом для любительского дайвинга. Самый большой в мире искусственный риф был создан в результате затопления 44-тысячтонного авианосца USS Арискани у берегов Пенсаколы, штат Флорида, в 2006 году. Вторым по величине искусственным рифом является Ассенс-Хойд-С. Венденбок, бывший военный транспорт времен Второй мировой войны, который после войны служил кораблем слежения за космическими кораблями. Ванденберг был затоплен в 7 милях от Ки-Уэста 27 мая 2009 года на глубине 43 метра. Сторонники ожидали, что корабль отвлечет дайверов-любителей от естественных рифов, позволяя этим рифам восстановиться после повреждений, вызванных чрезмерным использованием. Бывший военный корабль США «Шпигель Гроув» расположен на отмеле Дикси, в 6 милях от Флорида-Кис в национальном морском заповеднике Флорида-Кис. Северная Каролина.
Бывший военный корабль США USS Янси затонул как искусственный риф у Маркет-Сити, Северная Каролина, в 1990 году. Он лежит на правом борту на глубине 160 футов, 49 метров. Аск-Спар был затоплен в июне 2004 года капитаном Тимом Малейном на глубине 33 метра в 48 километрах от Маркет-Сити, Северная Каролина, где он служит искусственным рифом. USS Индра был затоплен как искусственный риф 4 августа 1992 года на глубине 18 метров. USS Эйлас был затоплен, чтобы сформировать искусственный риф в августе 1988 года. Бывший Эйлас, расположенный примерно в 22 милях от залива Бафорт на глубине 30 метров, регулярно посещают дайверы. Делавэр. В конце 2000-х Управление городского транспорта Нью-Йорка решило вывести из эксплуатации устаревший парк вагонов метро, чтобы освободить место для новых поездов. Устаревшие вагоны метро курсировали по метро Нью-Йорка в течение 40 лет. Каждая машина была разобрана, обеззаражена, загружена на баржу и затоплена в Атлантическом океане у берегов Делавэра, Вирджинии, Южной Каролины, Джорджии и Флориды. У некоторых вагонов были сняты номерные знаки из-за ржавчины, которые затем были проданы с аукциона на eBay. Всего для этого проекта было затоплено 1200 вагонов метро. В сентябре 2007 года НИКТА одобрила дополнительный контракт с Wix на сумму $6 миллионов на отправку 1600 списанных вагонов метро для использования в качестве искусственных рифов. Старые модели были обшиты нержавеющей сталью, за исключением передних концов, армированных стекловолокном, которые снимались перед затоплением. Канада. Британская Колумбия. В 2006 году Boeing 737-200, который Air Canada признала непригодным к полетам, был потоплен обществом искусственных рифов Британской Колумбии. Мексика. С ноября 2009 года художник Джейсон Д. Кайрис Тейлор создал более 400 скульптур в натуральную величину у побережья Канкуна, Мексика, в Канкунском подводном музее. Коралловые рифы в этом регионе сильно пострадали из-за повторяющихся ураганов. Этот проект финансировался Национальным морским парком и Морской ассоциацией Канкуна. Он был разработан для имитации коралловых рифов с использованием глины с нейтральным pH. Тейлор создал уникальные декорации, изображающие повседневную деятельность, от человека, смотрящего телевизор, до копии Volkswagen Beetle 1970-х годов. Этот искусственный риф снял давление с близлежащего рифа Манчонис. Австралия. С конца 1990-х годов правительство Австралии предоставляет списанные военные корабли для использования в качестве искусственных рифов для любительского подводного плавания. Испания. Бывший океанский лайнер S American Star потерпел крушение 18 января 1994 года у западного побережья острова Фуэртевентура на Плая-де-Гарси. К 2008 году обломки корабля полностью разрушились и затонули, и сейчас лежат на глубине около 10 метров у берега. Гибралтар. Гибралтарский риф был впервые предложен Эриком Шоу в 1973 году. Первоначальные эксперименты с шинами оказались безуспешными, поскольку шины были унесены течением или засыпаны песком. В 1974 году были подарены лодки из местных пристаней и администрации порта Гибралтара. В 2013 году было сброшено более 70 бетонных блоков. Дубай.
жемчужина Дубая, вдохновленный искусством, затерянный город у побережья Дубая. Участок площадью 5 акров расположен на Мировых островах. На глубине от 10 до 20 метров это место спроектировано как древний затерянный город с храмами и статуями с использованием региональных дизайнерских реплик 800-х годов до нашей эры. Филиппины. Подводные шоколадные холмы – это проект искусственного рифа, осуществляемый дайв-центром Spindrift Reefs у побережья острова Пангла на Филиппинах. Он состоит из сломанного коралла, собранного местными дайверами, которые прикрепляют его к проволочным конструкциям. Структуры построены в той же форме, что и шоколадные холмы, которые можно найти в регионе Бахоль. Цель состоит в том, чтобы создать новое место для дайвинга и новую морскую среду обитания.